Ну что же, судя по этому, понимаем, что нас ждет интересное видео. Друзья, приветствую вас на канале Motorstruck, канал про моторы грузовиков. И сегодня к нам приехала вот такая вот машиночка TGX 18 MAN, 440 лошадиных сил с двигателем D2066. И проблема у него в следующем. Клиент купил этот автомобиль не так давно, проехал 700 километров всего. И проблема у нас заключается в том, что загорается ошибка по давлению масла. На рабочую 80 и выше у нас давление 0,2 бара аж опускается. Сейчас мы посмотрим. Пробег на данном автомобиле у нас 928 тысяч по табло. Температура сейчас двигателя 56 градусов, 1,5 бар. Будем прогревать, смотреть, насколько упадет. 71 градус, 0,8 бар. Итак, мы прогрели до 73, уже 0,6. Клиент утверждает, что при рабочей больше 80 градусов падает до 0,2 бар давление масла. Что мы будем делать? Мы сейчас механически замерим, то есть вот на такой температуре. При 73 у нас 0,6 показывает. Сейчас мы механически подключим манометр и посмотрим, насколько разница будет или нет с механическим давлением. С помощью механического манометра. Вот у нас загорелась ошибка, давление масла слишком низко. Давление масла слишком низко, до 0,4 бар. Вот масленочка. Поднимаем кабину, подключаем манометр. Так, установил я манометр. В данный момент показывает 2,5 бара. Температура немного упала, сейчас проверим. Сразу, когда выкручивал датчик, у нас масло здесь полное масло. Что дает нам право усомниться вообще в работоспособности самого датчика. Здесь масло полное. То есть, возможно, вся проблема в самом датчике. Сейчас 2,5 бара. Температура сейчас 68 градусов. При такой температуре двигателя у нас показывал 1,5 бара. Манометр показывает 2,5 бара. Что дает нам право усомниться в самом датчике. Сейчас мы поставим все, другой датчик, нагреем и проверим еще раз. Так, нагрели мы двигатель до температуры 76 градусов. Бара. Делаем вывод, что у нас датчик неисправен. Неисправен датчик. Здесь наличие масла. Сейчас поставим новый датчик и будем тестировать уже датчик. Итак, вот, друзья, мы поменяли датчик, поставили новый. Теперь у нас температура уже нагрела до 76 и показывает 2 бара ровно. На том датчике он уже при этой температуре он уже пищал и показывал 0,4 бара. Вот, при температуре 73 было у нас 0,6. Соответственно, больше чем на 1,5 бара он у нас врал. Поэтому вся и проблема. Вот так вот клиенту, в принципе, повезло. Купив данный автомобиль, он уже рассчитывал на ремонт двигателя, замену вкладышей, как минимум, и насоса. Обошлось малой кровью, мы поменяли только датчик и будет дальше ездить тестировать свой автомобиль. Сегодня к нам притянули вот такую вот машинку Renault T-шечка 460. Почему-то она у нас без фар. Проблема у нас давление масла ниже положенного. Мы сейчас прогреем двигатель, посмотрим по компьютеру, сколько
давление масла, и посмотрим механический. До манометра подключим и проверим. Это у нас уже сегодня второй автомобиль с данной проблемой. Перед ним я только что выпустил МАН, который оказался просто датчик давления масла. Повезет ли этому владельцу также или нет, мы узнаем буквально через пару минут. Прогреваем двигатель, смотрим давление масла. Что ж, друзья, залезли мы в кабину, заводим. У нас 901 171 километр пробега. И данный двигатель. Сейчас нам надо его прогреть, посмотреть. На данный момент у нас температура масла 40 градусов и чуть там выше единицы давление масла. Сейчас прогреем, посмотрим, насколько упадет. Подключим затем подключим манометр механический и посмотрим, сколько фактически давление масла. Так, нагрели мы до рабочей температуры 90 градусов. У нас ниже первого деления. Обороты 600. Давление ниже первой единицы деления. То есть это где-то около 1 бара. Мы сейчас подключим компьютер, посмотрим, сколько это на компьютере покажет точное количество в барах. И подключим манометр и механически посмотрим, сколько показывает фактически. То есть, да? И сравним показания компьютера и показания механического. И потом будем делать выводы. Давление моторного масла 0,96 бар. 92, 96, 92. Прыгаем сразу. Так, друзья, подключили мы, достали датчик давления масла, выкрутили, подкрутили мы манометр, завели двигатель. Давление меньше единицы показывает. Соответственно, у нас давление электронным и механическим совпадает. То есть, значит, у нас все-таки проблема в двигателе. Будем снимать поддон, смотреть в первую очередь маслозаборник. Бывает такая проблема в таких двигателях. Мы его посмотрим. Маслозаборник, там есть радиационный клапан. Вот в нем чаще всего проблемы бывают. Так, друзья, сняли мы поддон. Здесь ничего страшного нет, кроме черного масла. И вот у нас чаще всего корень зла вот здесь вот таится. Клапан сброса. Сейчас мы его снимем, вскроем, посмотрим. Снял я этот заборник, и все оказалось возможно и проще. Точнее, не заборник, а трубка с радиационным клапаном. И у нас тут порвана вот такая резинка, которая стоит вот здесь вот. Соответственно, потеря давления масла также в этой резинке. Ну и все равно проверим еще и состояние самого клапана. Так, друзья, вот владелец нам привез масло, фильтра, прокладочки и, соответственно, сам корень зла. Вот эта трубочка. Здесь у нас вот проблема и трещина. Там имеется трещинка, поэтому пришлось менять трубка. Трубка номер у нас вот номер оригинальный вот этой, которая стояла.
и номер, который нам привезли. Они перебиваются, то есть перебиваются вот на этот номер. Такие уже сейчас не поставляются, найти сложнее. Вот с этим номером, если будете искать, смотрите. Стоит эта трубочка в районе 50 тысяч рублей. Трубочка идет вот с этой резиночкой и с реакционным клапаном. Вот эту резиночку отдельно заказываете. Также прокладочка под поддона. Все, сейчас мы ставим все на место и будем проверять, как будет у нас работать. Так, друзья, мы закончили с этой автомобилем, с этим. Поменяли мы эту трубочку данную. Данная проблема у нас была вот эта резиночка. Мы это поменяли, поставили. Сейчас мы, я уже заводил. В принципе, работает нормально, давление хорошее. Да, установили мы глазки он ремонтировал. Поменял, также он попросил поменять сразу же, сделать ТО. То есть поменяли мы фильтра все, масляные, топливные, воздушные. Ну и заменили, залили новое масло. Трубочку поменяли, резинку поменяли, прокладку поддона тоже поменяли, все установили. Завели, сейчас давление нормально, сейчас я покажу на холодную, покажу давление и на горячую. Посмотрим, сколько у нас давления, как что изменилось. Дальше у нас будет еще также с давлением, у нас приехала вот такая вот скамеечка. Сейчас также будем замерять давление масла и смотреть. Если будет что-то интересное, соответственно, сниму видосик. Если будет что-то интересное, если нет, может быть шорс, какое-нибудь видео, может быть тоже датчик, как и на маме. А этот мы сейчас автомобиль будем заводить и выгонять, чтобы прогреть. Итак, сейчас у нас температура масла 30 градусов и сколько там, 4 бара примерно давление масла. Будем греть и проверять. Уже явно, что оно больше, чем было. Гораздо. Прогреем до рабочей температуры, посмотрим, сколько будет, и будем отдавать клиенту машину. Так, у нас сканер самосвал. Притянули к нам на ремонт. Так вот она выглядит. Проблемы с давлением масла. Пробовали заводить. Вот так вот звучит. Звуки, конечно, странные, сильно дымит. Звуки страшненькие. Думал я, что будет какая-нибудь мелочь, предполагал. Что-то вроде датчика давления масла. Но похоже, что здесь имеются все-таки какие-то проблемы. Будем снимать поддон и заглядывать снизу. Что у нас там? Так, мы сливаем масло с поддона. У нас ни в какую не хочет откручиваться там, где надо. Откручивается в алюминии в поддоне. Пытался я ключом держать, не получается. Открутим здесь, потом восстановим. Ох, что мы тут? Стружечка. И ой, золото моториста-то как переливается. Вот так вот это все выглядит на свету. Куски вкладыша похожи. Или втулки распредвала. Достаточно много. Поэтому сейчас мы снимем поддон, убедимся в том, что здесь, и будем отдавать на снятие двигателя. Согласовывать, соответственно, и уже на снятие двигателя отдавать. Судя по этому, понимаю, что
будет там что-то интересное. Вы сейчас подписывайтесь на канал, а я погнал снимать поддон. Так, друзья, что ж, поддон я снял. Видим вот такие вот сюрприз. Сюрприз. Ой, что-то тут прям куски-то такие большие. И чугун даже имеется. Я так подозреваю, что почему-то тут очень плохо. Заглядываем сюда. Так вот выглядит заборник. Так выглядит. Вот торчит у нас вкладыш. Провернутые буквально все бугеля. Сейчас вот этот скроем, посмотрим. Вот так вот выглядит у нас коленвал. Вот этот еще с вкладышами прилипшими. Этот уже без вкладышей. Вот так вот. Все у нас здесь печально. Также задрана первая гильза, вижу отсюда снизу. И абсолютно все коренные вкладыши. То есть абсолютно все от начала до конца. Все не подтекли. Вот так вот у нас выглядит вкладыш. Так, друзья, нагрел я до 80 градусов. И у нас уже и так понятно, что давление в 2 раза больше, чем было. А то и в 3. То есть давление масла теперь у нас в норме. Будем отдавать машину. Клиент будет тестировать. Ну, меньше 3 явно не упадет.